Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь пшеничный хлеб на закваске, который подойдет даже для самых начинающих хлебопеков. В данном хлебе используется 20% цельнозерновой пшеничной муки. Она используется для придания готовому изделию дополнительной глубины, вкуса и аромата. Так как хлеб у нас будет длительной ферментации, закваска нужна очень молодая. Это нужно для того, чтобы избежать выраженной кислинки в готовом изделии. Поэтому приготовим закваску за 3-4 часа до внесения в тесто. Для этого нам понадобится активный стартер, который мы освежим за день до постановки закваски, а затем используем его для приготовления уже непосредственно той закваски, которую мы будем вносить в тесто. По прошествии 3-4 часов мы видим, что закваска у нас готова, и мы приступим к постановке теста. Очень важно следить за температурой теста. Температура теста корректируется при помощи воды. Именно поэтому необходимо придерживаться указанных температурных рекомендаций для того, чтобы желаемая температура теста у нас сохранялась в пределах 26-29 градусов Цельсия. Смешав закваску, часть воды и муку, оставляем на ферментолиз. Ферментолиз способствует снижению времени замеса, что в конечном итоге ведет к улучшению вкуса, то есть к меньшему окислению теста, так как за время ферментолиза клейковина начинает развиваться сама по себе. Постепенно вносим остаток воды. Этот шаг называется бассинаж, так как клейковина развивается лучше всего в не очень влажном тесте, поэтому часть воды мы удерживаем. Производим замес до относительно полного развития клейковины, а затем выкладываем тесто в смазанный маслом контейнер. Масло должно быть подсолнечное, рафинированное, которое не имеет ни запаха, ни вкуса. И оставляем на 30 минут. По прошествии 30 минут делаем первое складывание. Складывания нужны для придания тесту силы. Брожение у нас будет происходить в течение 3-3,5 часов. Если вы имеете муку недостаточно сильную, желательно делать складывание каждые 30 минут в течение всего времени брожения. Если же мука у вас достаточно сильная, вы можете ограничиться 2 или 3 складываниями на протяжении 3-3,5 часов. По прошествии брожения смачиваем рабочую поверхность водой, смачиваем руки водой
и вываливаем тесто на стол. Так как тесто у нас будет бродить в холодильнике, предварительная формовка не обязательна, но вы можете сделать ее в течение 20-30 минут, это никак не помешает. По прошествии 20-30 минут производим окончательную формовку теста. Формовка нужна для того, чтобы создать на поверхности заготовки достаточное натяжение, которое будет обеспечивать хлебу хорошую форму и объем. Выкладываем тесто в присыпанный ржаной мукой панеттон. Можете использовать не только ржаную муку, можете использовать пшеничную муку наполовину с какой-либо другой мукой, не содержащей глютен, например, кукурузной, овсяной, гречневой, рисовой, картофельной, все что угодно. Сформировав заготовку, оставляем ее на стартовое брожение в течение 30-60 минут, а затем убираем в холодильник на 8-16 часов. Выпекаем непосредственно из холодильника. Для этого заранее разогреваем либо духовку с камнем, либо просто духовку с противнем, либо с чугунной кастрюлей. Удаляем излишки муки, если это необходимо. Выкладываем заготовку в кастрюлю, делаем надрез. Лезвие необходимо держать под очень небольшим углом, не более 45 градусов. Накрываем и выпекаем под крышкой или с паром при температуре 250 градусов первые 20 минут, а затем без крышки или без пара при температуре 230 градусов в течение 20-25 минут. Выкладываем хлеб на решетку и остужаем не менее 2 часов. Это очень легкий и простой в исполнении хлеб, который подойдет даже самым начинающим хлебопекам. Это очень базовый хлеб, поэтому вы можете использовать его как основу для различных вариаций. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!